Парусная гонка The Tall Ship Races торжественно финишировала в Гетеборге. В этой регате приняли участие более 20 парусников со всех концов света. По итогам гонки первое место в своем классе завоевал русский фрегат «Штандарт». Кроме этого, команде парусников удалось занять второе место в общем зачете, лишь немного уступив соперникам из Швеции – шхуне «Вега». Большой честью стало и то, что уже второй год подряд «Штандарт» удостоился специальной награды Friendship Trophy, которая присуждается за большой вклад в развитие международного взаимопонимания и морской дружбы. And on this occasion, you have voted for the ship from Russia, Standard. Регата этого года стартовала в английском городке Блайт. В порту для экипажей была организована большая развлекательная программа. Спортивные игры, посещение бассейна и сауны. Круглосуточно работал крю-центр с Wi-Fi. Перед гонкой все суда проходят строгую проверку по безопасности мореплавания. «Штандарт» прошел ее без замечаний. Парусный Урал, парусный Урал. Свободные руки на бак. Подтравливаем левый ход длины. Все закладываем. По правилам регаты участникам запрещается использовать двигатели. Рассчитывать можно только на ветер и паруса. В этом году гонка была очень комфортная. Постоянно дул попутный ветер средней силы. Как раз такой, который дает «Штандарту» преимущество перед современными большими парусниками. Прямые паруса «Штандарта» работают в полную силу и можно держаться практически вровень с современными кораблями. 4 дня команда без устали настраивала паруса и буквально выжимала из корабля максимальную скорость. Итоги регаты сводятся в общую таблицу, в которой можно сравнить результат самой маленькой яхты с результатами самых больших парусников. Чтобы такое сравнение было объективным и показывало мастерство экипажа, применяют Time Correction Factor, или гоночный коэффициент. При его вычислении учитывают конструкцию парусника, обводы его корпуса и тип парусного вооружения. У «Штандарта» Time Correction Factor самый низкий во флоте. Других кораблей 18 века в регате не было. Поэтому, когда современная гоночная яхта приходит на финиш на сутки раньше, это не значит, что у «Штандарта» нет шансов на победу. С учетом гоночного коэффициента победа достается тому, кто наиболее упорно настраивал паруса в течение гонки и достиг наибольшего парусного мастерства. Финиш гонки был назначен у мыса Скаген в проливе Скагеррак, примерно в 50 милях от Гетеборга. Этот мыс хорошо знаком «Штандарту» по предыдущей гонке Tall Ship Races. Годом раньше именно в этом проливе корабли боролись с сильным течением. В полный штиль оно носило их далеко от намеченного маршрута. Экипажу «Штандарта» удалось проявить смекалку и бросить легкий якорь на глубину более 60 метров. Парусник переждал штиль и продолжил путь, оставив соперников далеко позади. По традиции, заключительные дни регаты были посвящены праздничным мероприятиям. Гонка завершилась красочным парадом парусников в порту Гетеборга и, конечно же, красивейшим салютом для зрителей и участников гонки. Гонка завершилась, а «Штандарт» ждет новых участников будущих гонок.